Время заканчивается. Заявление о завершении войны. Результаты переговоров, которых никто не ожидал. Нападение на парламент незадолго до обращения президента к нации. Совпадение или подготовка к покушению? Досмотрите. Путин повышает ставки. Прямой ультиматум Западу. Москва хочет полностью переписать правила игры. Обстрел стратегически важного объекта. Генштаб паникует. Глубоко в тылу становится слишком тревожно. Импичмент за импичментом. Конгресс отправил президента в отставку. Шок в американской политике. Россия и Беларусь возвращают флаги на Олимпиаду, но есть нюансы. Что случилось? Эти и другие самые главные события вечера среды 18 февраля. Спасибо, что вы с нами. Самое важное — найти главное в потоке событий. Меня зовут Алексей Бурлаков, в эфире «Нехта». Начинаем. 1000 километров не препятствие для любителей фейерверков, а война приходит в дом к тем, кто ее поддерживает. Чебоксары ночью освещало зарево. Местные жители говорят как минимум о 3 взрывах и нескольких упавших БПЛА. Издание «Астра» пишет, что один дрон мог упасть в районе оборонного предприятия в НИИР «Прогресс». По их оценке, от этой точки до завода несколько сотен метров. Глава региона Олег Николаев атаку подтвердил, но конкретный объект не назвал. Завод в НИИР «Прогресс» связывают с выпуском компонентов для российской армии, в частности, элементы защиты и навигации для ударных дронов и высокоточного оружия. Их применяют в сборке шахедов, а также отдельных типах ракет и в модулях планирования для авиабомб. Чебоксары находятся примерно в 1000 километров от границы Украины, поэтому атака, если цель действительно была оборонной, выглядит как удар по глубинной промышленной инфраструктуре. И это уже не первая атака по этому заводу, поэтому чебоксары уже видели и слышали взрывы как минимум несколько раз за прошлый год. Что именно загорелось или было повреждено на момент записи этого видео, не подтверждено. Значительный прогресс или дипломатия на паузе. Результаты переговоров в Швейцарии удивляют, как снег зимой. Переговоры заходят в тупик, говорят источники издания Axios. Процесс застрял якобы из-за линии Владимира Мединского, который возглавил российскую делегацию вместо военных, участвовавших в предыдущих раундах. Переговоры шли 2 дня, очень долго вчера, в разных форматах. И вот еще сегодня, около 2 часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. Собеседник Интерфакса с российской стороны назвал встречу очень напряженной и описал ее как чередование форматов: российско-американский, российско-украинский и трехсторонний. Спецпредставитель Трампа Стив Уитков заявил, стороны продвинулись вперед. Зеленский в интервью Axios заявил, что Мединский и Путин философствуют об исторических корнях войны, и резко на это отреагировал. У нас нет времени на все это. Надо принять решение и закончить войну. Ключевой узел территории. Reuters пишет, что США обсуждали с Киевом вариант референдума по территориальным уступкам России. Параллельно может обсуждаться проведение президентских выборов в Украине. Есть прогресс, однако детали на данном этапе раскрывать невозможно. Следующий шаг — достичь необходимого уровня консенсуса, чтобы вынести подготовленные решения на рассмотрение президентов. Наша задача — подготовить практическую, а не формальную основу для этого. Украина остается конструктивной. Конечная цель неизменна — справедливый и устойчивый мир. Источники Reuters также говорят, что Вашингтон хочет успеть к марту, хотя и понимает, что сроки, вероятно, придется сдвигать. Прямой разговор с Путиным. Попытка перезапустить игру. Владимир Зеленский поручил делегации в Женеве договориться о его личной встрече с главой Кремля. Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса, но только при зеркальном отводе российских сил. Передачу региона России общество не примет. Эмоционально люди этого никогда не простят. Питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії, пропонувала утриматись від ударів. Україна готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально. Ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатись до достойної угоди про завершення війни. Питання лише до росіян. При этом Зеленский допускает референдум о фиксации текущей линии фронта. США предлагают сделать часть Донбасса демилитаризованной, свободной экономической зоной. Но чей там будет суверенитет, ответа нет. Зеленский также раскритиковал Дональда Трампа за заявление о необходимости уступок со стороны Киева и допустил выборы во время неустойчивого перемирия. Говорит, все решит народ.
Аппетиты растут. Теперь Путин хочет стать владычицей морской. Новые старые претензии к НАТО. Москва хочет переписать правила игры и зафиксировать их на бумаге. Россия на переговорах по Украине требует от НАТО официального отказа от расширения на восток. Об этом заявили в посольстве РФ в Бельгии. Речь идет об отмене решения саммита 2008 года в Бухаресте, где Украине и Грузии пообещали будущее членство в Альянсе. В Кремле утверждают, устные обещания о нерасширении в 90-е были забыты, поэтому теперь только письменно. Еще до полномасштабного вторжения Москва направляла США проект договора с таким требованием. По данным Reuters, среди условий завершения войны нейтральный статус Украины и отказ НАТО от дальнейшего расширения. После начала войны к Альянсу уже присоединились Финляндия и Швеция, и граница России с НАТО выросла почти вдвое до 3000 километров. Балтийское море фактически стало внутренним озером блока. И вопрос только один: кто и на каких условиях готов это зафиксировать? Главная угроза для безопасности – разведки сразу ряда стран бьют тревогу. Враждебные действия в регионе, включая Балтику, нарушение воздушного пространства, диверсии и кибероперации. А поведение Москвы описывается как оппортунистическое и агрессивное. Шведская разведка в своем ежегодном докладе прямо называет Россию главной военной угрозой для Швеции и всего НАТО, серьезной и конкретной. Это была цитата. На этом фоне эстонская разведка тоже называет РФ опасной, но призывает не впадать в панику. В Таллине считают, что прямое вторжение в 2027 году маловероятно. При этом в эстонском докладе подчеркивается, что Россия резко нарастила выпуск артиллерии и боеприпасов и готовится к следующей войне, а значит, угроза сохранится даже при условии мира в Украине. Нельзя просто так все это отключить в день окончания войны. В некоторых областях Россия окажется сильнее как военная сила, чем в начале войны против Украины. Нас защищает прочность Альянса и вера, которую мы и Россия питаем к статье 5. Параллельно звучит линия НАТО. Россия остается угрозой для Альянса и после возможного соглашения, поэтому союзники делают ставку на рост оборонных расходов и удержание баланса страха, при котором Москва не рискнет проверять прочность НАТО на практике. Нападение на Конгресс. Полиция Капитолия США задержала мужчину с заряженным дробовиком неподалеку от Конгресса. Он вышел из Mercedes SUV на Мэриленд-авеню у Ботанического сада, надел тактический жилет и перчатки, взял дробовик с дополнительными патронами и побежал к Капитолию. Офицеры быстро остановили его и потребовали бросить оружие. Он подчинился и лег на землю без сопротивления. В машине нашли кевларовый шлем и противогаз. Он вышел из автомобиля с дробовиком и побежал в сторону Капитолия по дорожке прямо позади меня. Важно также отметить, что на нем был тактический жилет. Кроме того, у него были тактические перчатки. Как я уже упоминал, дробовик был заряжен. Мотивы выясняют, Конгресс в тот момент не заседал, других подозреваемых и непосредственной угрозы, по словам Салливана, не было. Задержанному предъявили обвинения в незаконном ношении оружия и хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов. Полиция уточняет, что все произошло за неделю до запланированного выступления Трампа с речью о положении страны, но это не повлияет на меры безопасности. Расследование прокуратуры, подозрения в коррупции, торговле влиянием и служебных нарушениях. В центре истории незадекларированные ночные встречи президента с китайским бизнесменом в декабре 2025-го, после которых Конгресс быстро дожал вопрос и вынес вотум недоверия. После импичмента президента временный президент тоже попал в опалу. Конгресс Перу снял Хосе Хирии. Импичмент на фоне коррупционного скандала за 2 месяца до выборов 12 апреля. Политический кризис только усилился, страна снова входит в турбулентность прямо перед голосованием. Теперь власть переходит к новому спикеру Конгресса. Его должны избрать сегодня, и он автоматически станет временным президентом. Страсти южноамериканской политики. Новый премьер-министр. Официально пост больше не вакантный и не исполняющий обязанности. Япония внезапно сменила лицо власти. Правда, лицо похоже на предыдущее. Парламент официально утвердил нового премьер-министра Санае Такаити. Она получила большинство голосов в Палате представителей. Ее либерально-демократическая партия вместе с партнером по коалиции, Японская инновационная партия, сейчас контролирует 352 места в Нижней Палате. Уже сегодня Такаити должна собрать новый кабинет.
Дроны над КНДР – частная инициатива или большая игра? В Сеуле признают, 3 граждан Южной Кореи с сентября по январь 4-жды запускали беспилотники на север. 2 аппарата упали на территории КНДР, и еще 2 вернулись обратно после полета над Кэссоном. Министр по делам объединения Чон Дон Йон заявил, это ударило по межкорейским отношениям, и власти официально сожалеют. 무려 11차례에 걸쳐 18... Это был крайне опасный инцидент, направленный на провоцирование атаки против Южной Кореи путем отправки 18 дронов в 11 случаях в чувствительные районы Северной Кореи, такие как Пхеньян, здание Трудовой партии, правительственные учреждения и ее воздушное пространство, а также Вонсан, Нампхо и Кэсон. Но это еще не все. Следствие проверяет не только гражданских, но и возможную причастность военной разведки и спецслужб. О прибывшем президенте Юн Сук Йоле, по словам министра, на север отправили еще 18 дронов. Крайне опасная провокация. Цан Юн, смещенный в апреле 2025 года, уже обвинен в содействии враждебному государству. Ему грозит вплоть до смертной казни. Решение суда ожидается в четверг. Север предупреждает, такие провокации могут привести к, цитирую, ужасным последствиям. Россияне возвращаются на Олимпиаду. Теперь они смогут использовать свои флаги на соревнованиях. Правда, тут важны детали. Международный паралимпийский комитет подтвердил, что на зимних паралимпийских играх 26 года в Милане-Кортине 6 российским и 4 белорусским спортсменам разрешили выступать под национальными флагами своих стран. Прежде всего, абсурдно то, что им выделяют какие-то квоты. Во-вторых, насколько я знаю, господин Рожков, глава Паралимпийского комитета России, заявлял, что более 300 бывших военных стали частью национальных сборных. И это уже довольно безумно, что эти люди входят в состав национальных команд. Ранее представители РФ и Беларуси допускались только в нейтральном статусе из-за санкций после полномасштабного вторжения России в Украину. В сентябре прошлого года Международный паралимпийский комитет снял ограничения на использование флагов этих 2 стран. Украина это решение ожидаемо раскритиковала, ну а я напомню, зимние паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года. А в прошлом выпуске мы говорили о том, что Москва заплатит репарации об ударе по России. НАТО готов воевать на территории РФ, но только при одном условии. Каком именно и почему это условие меняет правила игры? Взрыв под Санкт-Петербургом, ФСБ и разведка работают на месте. Что там рвануло? И эскалация прямо во время переговоров. Корабли с боевым вооружением блокируют пролив. Истребители перебрасывают в регион. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите. А мы с вами встретимся уже утром.